или более декомпозированным, где мы рассмотрим более подробно, что произошло с недвижимостью. В данном случае это социальное жилье, самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется в Украине, ну, город Одесса не исключение. Итак, друзья, что мы видим? Мы видим, что бросается в глаза, наибольше всего подешевела недвижимость в Переяславском районе, минус 0,33%. Но это неудивительно, это спальный массив. И тут еще вот эта часть производственно-складские помещения, то есть это такой самый бюджетный, получается, административный район по стоимости квадратного метра. И подешевело за месяц на 0,33%. И меньше всего подешевело, естественно, в Приморском административном районе всего лишь на 0,23%. Ну, это центральная часть города, она прилегает к морю, и, естественно, здесь самая дорогая недвижимость. Следующий слайд, друзья, посвящен тому, что произошло с недвижимостью города Одесса на протяжении 4 лет войны, там и 2 или 3 месяца, да. То есть это, друзья, напомню вам, уникальный контент, он возник благодаря вам. Почему? Потому что вы мне писали, а покажите, Андрей, что произошло с недвижимостью на протяжении всего периода войны. Я взял самый большой класс рынка недвижимости, который эксплуатируется, класс социальное жилье, провел исследование и хочу ознакомить вас с данными результатами. Итак, период исследования у нас начинается с марта 2022 года, это поквартальные исследования. Напомню вам, война началась в 2022 году в конце февраля месяца, точнее 24 февраля. Итак, стоимость квадратного метра в марте 2022 года была $804 за квадратный метр. В течение года, друзья, недвижимость подешевела порядка 8 или 9%. Сейчас точно не помню, но вот эти рэперные точки, они есть, вы можете сами пересчитать. Могу ошибиться, но где-то порядка, наверное, 9% подешевела недвижимость. Второй год войны, друзья, вот здесь произошло что-то непонятное с точки зрения логики, ну, поведения рынка недвижимости. То есть война, экономика разрушается, Одесса прифронтовая, не прифронтовая, а порты сравниваются, то есть уничтожается инфраструктура припортовая, да, а недвижимость второй год войны нам даже показала в каком-то квартале, видите, небольшой рост. С чем это, друзья, связано? То же самое произошло на 4-й год войны, видите, но здесь только динамика роста была побольше, чем на 2-й год войны. Давайте попробуем порассуждаем. Я очень хорошо помню это время. И с чем это, я предполагаю, связано? Связано это с тем, что у нас 2-й год войны, если вы помните, это контрнаступление было. Российская Федерация отвела войска с Сумской области, с Харьковской области, с Черниговской области, с Киевской области. Естественно, нам говорили, что война закончится и будем пить кофе на Ялтинской набережной. Понятно, что люди, которые продают, а мы имеем дело с продавцами, с предложениями, с ихними хотелками, как кто-то мне совершенно правильно написал, да? Так вот, люди, естественно же, решили, что во время войны продавать себе дороже. Если она закончится, то ну давай хотя бы там не будем снижать стоимость квадратного метра, а где-то даже повысили эту самую стоимость. Поэтому это чисто такой психологический фактор, который повлиял на рынок. Я предполагаю, друзья, ну я не правильно, я предполагаю, но вот дальше мы будем рассуждать вот этих психологических факторах, которые присутствуют на любом рынке. 3-й год войны был самый такой печальный для рынка недвижимости, порядка 14%. Стоимость квадратного метра подешевела за 3-й год. Рэперные точки есть, можете вот сравнить, да, я могу ошибиться, но, по-моему, 14% было снижение. И вот, о чудо, 4-й год войны, опять вот этот психологический фактор, да, давайте вспоминать, что произошло в 4-й год войны. Экономика не стала лучше, друзья, стала хуже, наоборот. Девальвировала гривня, ну, я не знаю, процентов на, наверное, 15 по отношению к той гривне, которая была в начале 2025 года. А рынок недвижимости растет.
То есть здесь мы видим в долларах все, да, потому что вторичный рынок продается исключительно в долларах. Я просто говорю показатели, которые влияют на, или факторы, которые влияют на состояние рынка. Это макроэкономические показатели, в том числе девальвация национальной денежной единицы по отношению, там, ну, в данном случае мы говорим к доллару. То есть с экономикой все плохо. А что случилось? Почему стала расти стоимость квадратного метра? Может, друзья, у вас денег больше стало? Ну, риторический вопрос задаю, да, кто меня смотрит. Ну, я думаю, что вряд ли, если вы не имеете отношения к военным поставкам или же к тем упырям, которые успешно, как клопы, насасываются на войне крови, то я думаю, что у вас лучше не стало. Денег в кармане больше не стало, наоборот, меньше стало работы, безработицы больше, мужского населения все больше и больше забирают в армию насильственно. То есть это, ну, проблема, которая уже ощущается. Так вот, я опять же предполагаю, что есть вот этот фактор психологический, который именно и повлиял в 2025 году на рост стоимости квадратного метра не только в городе Одесса, а по всей Украине это произошло. Вспомним, что произошло в 2025 году. Дональд Федорович Трамп, великий и могущий, президент Соединительных Штатов Америки, который как только заявлял, что я стану президентом, я окончу войну за день, потом он говорил за месяц. Помните, я аналогию вам говорил, вот здесь говорили, что война закончится, и мы увидели незначительный рост. А вот здесь, так здесь говорили наши политики, а вот здесь целый президент Соединительных Штатов. То есть это геополитический игрок, ну, тяжелого такого, так сказать, помните, есть тяжеловесы, да, то есть он тяжелого веса такого. Огромная страна, которая играет большую роль в мире, в геополитике. Итак, Дональд Федорович говорит, что война закончится. И я предполагаю, что именно с этим, друзья, связано, что, конечно же, люди, стадные животные, они любят слышать то, что хотят слышать, и, честно, война всем уже надоела. Поэтому я всего лишь предполагаю, что это было вызвано громкоголосыми, пустыми заявлениями Дональда Трампа. Друзья, вот внешние факторы, которые влияют на рынок недвижимости, для меня они очевидны. То есть это как военные действия или война, да, это внешний фактор, так и вот этот внешний фактор психологический, когда кто-то из власти имущих заявляет там что-то. Это очень сильно влияет на рынок. Ну, рынок недвижимости нельзя сравнивать с фондовым рынком. А фондовый рынок, я напомню вам, это спекулятивный рынок. Так вот, бригада Дональда Федоровича, она очень даже неплохо зарабатывает на инсайде, когда он сотрясает своими пустыми обещаниями что-то. То есть на это реагируют рынки. И люди, которые знают заранее, о чем будет говорить Дональд Федорович, они, в общем-то, неплохо на этом подзарабатывают, на инсайде. Хотя в Америке, говорят, есть статья, и могут посадить за то, что вот ты делишься этим инсайдом. Ну, посмотрим последний срок Дональда Федоровича, и там, что его ждет, увидим. Да? Посадят, не посадят, как оно будет происходить. Но мы о рынке недвижимости вот так. Я предполагаю, друзья, это все влияет на образование стоимости. Не цены, а стоимости. Какие у вас соображения? Напишите, будет интересно прочитать. Возможно, что-то другое у вас, другие, так сказать, гипотезы есть по данному аномальному росту стоимости квадратного метра в 2025 году. Ну и видим, что 3 месяца в 2026 год, точнее уже, ну сейчас 4-й месяц, но январь еще мы видели рост, а вот последние, так сказать, 3 месяца стоимость квадратного метра стала снижаться незначительно, и я предполагаю, что мы уже наблюдаем вот эти рождающиеся новые тренды снижения стоимости квадратного метра. Ну, а если, подводя итоги, в целом, видим внизу Excel посчитал табличка,
Что произошло с недвижимостью данного класса? Она подешевела на 9,20% за 4 года войны. Ну и сколько там у нас месяцев, посчитайте сами. То есть это, в принципе, вот так ведет себя рынок недвижимости. Переходим к следующему слайду. Здесь у нас очень кратко будем говорить. Одесса, аренда. Красная, вот это, видите, чертой выделил я за квартал, сравнивая четвертый квартал 2025 года с первым кварталом 2026 года, недвижимость в аренде или аренда подорожала на 1,23%. Ну, более подробно в конце видео расскажу об аренде. Следующий слайд – это вторичный рынок, эконом-комфорт, бизнес-класс. Квартиры подешевели, подорожали, я прошу прощения, с какого-то перепуга, плюс 0,10% за месяц. Вы также можете посмотреть, как очень сильно в абсолютных цифрах отличается стоимость квадратного метра в разрезе административных районов города. Ну и также отличается рост в процентном соотношении. А следующий слайд посвящен первичному рынку, который также подешевел на 0,16%. Напомню вам, что это первичный рынок эконом-класса. В абсолютных цифрах можете посмотреть по административным районам, что произошло и как отличается стоимость квадратного метра, и как отличается стоимость квадратного метра в процентном соотношении. Период исследования, напомню, март-апрель месяц. Следующий слайд – это первичный рынок, но уже комфорт бизнес-класс. Подешевела недвижимость минус 0,20%. Ну и последний слайд, который посвящен колебательным процессам. Это первичный рынок, квартиры элитного класса подешевели на 0,14%. Обратите внимание, что из 4 административных районов осталось всего лишь 2 административных района, где компании-застройщики строят недвижимость данного класса. И как сильно элитный класс, напомню, да, это определенные характеристики квартиры, то есть это метражи большие, понятно, что центральная часть города или же близко к морю. И вот видим, что Приморский, в общем-то, отличается стоимость квадратного метра очень сильно от киевского, хотя квартиры одного и того же класса.